Раз, два, три, 4, 5. Я тебя иду искать. Прислугу Привалова опросили? Да. И кучер, и горничная утверждают, что своими глазами видели некое существо с волчьей головой и хвостом, которое убегало в лес. Говорят, что убегало оно на задних лапах, как человек. У человека нет задних лап. Я всего лишь процитировал их. Вы мне другое объясните, как этот оборотень смог пробраться на второй этаж, в окна хозяйской спальни и остаться незамеченным. Крыльев у него нет, разве что лестницу приставил. Да, оборотни не летают, это верно. Следовательно, это был человек, у которого руки и ноги. А во-вторых, он точно знал, где находится хозяйская спальня. Смею предположить, что он бывал в доме Приваловых раньше. Или кто-то ему сообщил. Никишин, например, у которого были отношения с женой Привалова. Что же, получается, приказчик мертв, Никишин в участке, значит, есть кто-то третий. И еще один сообщник Никишина. Или Привалова. Узнала обо всем. Могла его выдать, вот он и убил ее. Целый заговор получается. Приказчик Вешкин, управляющий Никишин и кто-то якобы оборотень. Вы одно мне объясните. Если целью преступника были деньги, он бы сразу исчез, как только их получил. Несомненно. Зачем устраивать весь этот маскарад и усложнять задачу? Сергей Степанович, да вы что, разыгрываете? Господин Штольман! Пропустите ее. Антон Андреевич, окрестности осмотрите, может, найдете что. Зачем вы здесь? Мне необходимо туда попасть. Зачем? Не нужно. Я могу? Наслаждайтесь. Добрый день. Дух, Ирина, явись. Дух, Ирина, явись. Лукьян Кузьмич! Мне ваша помощь нужна! Ты ведь всех помнишь, кто в доме бывает? Ну а как же? Я тут, почитай, 3 года служу. И кто чаще других здесь бывал?
Ну, давай, вспоминай. Так этот, Голощекин. Хозяин очень любил с ним на охоту хаживать. Точно, чучельник. Чучельник. Ну да, он с охоты кормится. Всякие шкурки продает и чучела разных зверей на заказ делает. Никишин с ним дружбу водит. И где тот живет, непременно знает. А вам нехорошо? Я просто видела огромную лапу с когтями, и они вонзались в тело. По-вашему, все закономерно. Если есть духи, то непременно найдется его брать. Легенды не рождаются на пустом месте. Возможно, но оба эти убийства совершил человек, который просто использует эту легенду, чтобы уйти от наказания. Ну так я же этого не отрицаю. Просто этот человек может быть болен. И виновато в этом животное, которое его укусило. Простите, ерунда какая-то. Ликантропия. Это когда человеку, укушенному животным, самому кажется, что он животное. Звучит странно. Если бы действительно такая болезнь существовала, то наверняка доктор Милс знал бы что-то об этом, а я ничего подобного от него не слышал. Может, все-таки стоит объясниться? Вы хотите мне что-то сказать? Ну, нельзя же так, надо разобраться. Разбирайтесь с оборотнями. Анна Викторовна, вы что, действительно остались в городе из-за меня? Вы что, издеваетесь надо мной? Да нет, я не понимаю. Я действительно хотел, чтобы вы остались, но... Оставьте меня в покое. Значит, они до сих пор не встречались. Насколько мне известно, нет. Ну и как же вам это удалось? Но, видимо, мой неожиданный визит к ней настолько ошеломил и ее, и его, что они избегают друг друга. И это очень хорошо. Но то, что она осталась в городе, еще удалось ее отдалить от него. Это прекрасный результат. Чистой воды импровизация. Но я рада, что мне удалось вам угодить. Нам нужны ее способности. И я уверен, что в скором времени они нам послужат. Ну, вам известно мое отношение к ее этим таинственным способностям. Но посмотрим. А вы не боитесь оборотня? Что? Ну, мы вот тут гуляем. Я не верю в оборотней. А зря. У меня возникла идея. Смотри, задор. След. Голый. Дикарь, что ли, в лесу завелся? А? Как думаешь? Ну-ка, пойдем посмотрим. Иди сюда. Ох, не одобрил бы ваш повторный приход ко мне, Яков Платоныч. Доктор, ну мы же ему ничего не скажем. У меня такое ощущение, что вы меня заставляете участвовать в сговоре, а? Да. Так вот, что касается второго убийства. Да.
Оно, я полагаю, идентично первому. Ну, то есть те же самые рваные раны, следы от когтей. Я думаю, что оно было совершено одним и тем же. Человек или все-таки животным? Я-то практически убежден, что хищником, хотя Яков Платоныч сомневается в этом. Ну, это понятно. А что, если это человек, который превращается в волка? Я все-таки врач, и я мыслю материально. Доктор, вы меня не поняли. Я имела в виду ликантропа. Ну, то есть человека, которого укусил волк, и потому ему самому иногда кажется, что он волк. Да ликантропия это вымышленная болезнь. Да. Хотя месяца полтора назад у меня был один пациент, кстати, укушенный волком. Так вот, он вел себя достаточно агрессивно, он впадал в беспамятство, даже какие-то галлюцинации у него были. И что? Да, но не его разило алкоголем за версту. Я сказал, что он пить бросил. Александр Францович, миленький, скажите же мне скорее, кто это был? Ведь у вас и запись наверняка должна была остаться. Да, скорее всего, есть. Макар! О, здорово, Макар. А ты что, всю ночь здесь торчал, что ли? Здорово, Геннадий Алексеевич. Так это... Караулил. Ну, выпил лишка. Пришлось здесь заночевать. А ты что, босой ходил, что ли? Я там следы видел. Так это... Герман Алексеевич, сапог жмет. Сапог жмет она. Бывает. Сапог? Ага. Ох, Макарушка, Макарушка, ты давай завязывай с этим. Ну ладно, пошли за двор. Ага. Бывай. Бывай, бывай. Любил я ее, понимаете? И она меня любила. Страдала. Мучилась совестью. Молилась. А приказчик все узнал, поэтому вы и решили убить его. Да не убивал я его. По морде дал разок, было дело. Там у трактира. Потому как он начал денег требовать. Иначе, мол, все про вас Привалову доложу. И тем не менее, это весомый повод желать его смерти. Той ночью среди был на сеновале. Она все причитала, что грешница она. Дедушка. Что же это за тварь поганая содрала тебя? Так может, это ваш сообщник опасался, что Ирина раскроет его? Что за сообщник? Вы про Голощекина? Именно. Так мы с ним приятели. Я ему на медне так, мол, так говорю. Привалов за оборотня награду назначил. Так он еще вчера обещался пристрелить его. Не смог, видать. А что, Голощекин хороший охотник? Да, знатный. Только разговоров, что про охоту. Недавно по пьянке рассказывал, что его волк укусил. И что он после этого стал слышать лучше. Запахи острее чувствовать. Что силище появилось необыкновенное. Адрес его знаете? Где живет, знаю. А адрес на что мне? Я ему письма писать не собирался. Тихо!
Тихо! Тихо, открывай! Башка твоя оловянная. Тихо! Тихо! Ну, открывай, тихо! Ну, железяка-то бездушная. Тихо! Тихо! Да какой тихо! Добрый день. Здрасте. А я от доктора Милца. Проведать пациента Голощекина. А вы кто ему будете? Жена? А зачем он к доктору-то ходил? Было подозрение на ликантропию. Чего? Ликантропия. Такое бывает после укуса волка. Был такое. Месяц назад волк его прихватил чуток, да. Вот. Можно я с ним поговорю? Да нечего с ним говорить. Здоров как мирен тут. На охоте нынче. А погодите. Не о чем нам с вами говорить. Очень даже есть о чем. Или предпочитаете, чтобы вас городовые отвезли в управление? Прими, Лукьян Кузьмич, от нас, от всех соболезнования. Спасибо, мужики. Но топереча я слезы свои утер. Пусть сдохнет зверюга, лично убью. Так-то, ну так, только как мы оборотня распознаем? Так перестреляем всех волков. А среди них, бог даст, и есть оборотень. Вот, пожалуйте, мастерская его. Тут он чучел своих по заказу мастерит. А на мужа моего нечего напраслину возводить, не убивал он никого. Потому как дома спал и вчера, и сегодня. А это для чего? Ежели заказчику только шкура нужна, то лапу он тут оставляет. Давно вы женаты? Лет 6 уж как. Скажите, а лет 10 назад девушка по имени Василина? А для чего этот ключ? Не знаю. Муж, видать, положил. Его и спрашивать надо. Вы что ж творите, изверги? Вы с ума посходили, мужики! Да креста на вас нету! Лукьян Кузьмич! Не мешай, Ермолай Алексеевич. Я этого оборотня из-под земли достану. Вы же всех волков перебьете! Всех и перебьем, невелика потеря. Ты либо давай иди с нами, либо уйди с дороги от греха подальше. Я в полицию пойду! К Штольману! Что ж вы творите, изверги? Вы же хуже зверей! За комодом посмотрите. Ну что, Антон Андреевич? Ловушки, капканы, шкуры. Приваловских денег нигде нет. Все комнаты в доме обыскали. Но я полагаю, что Голощекин не приносил деньги в дом, иначе его жена прикупила бы что-нибудь. Так может, он от жены деньги утаил? В таком случае он прогулял бы их в трактире или поехал к цыганам. Не удержался бы. А чего здесь? А? По какому праву? Господин Голощекин, где вы были сегодня ночью? Голощекин, вы меня слышите?
Голощекин, вы меня слышите? Вы в себе? Быть может, доктора позвать? Я буду стрелять! Да что же вы делаете? Что же вы делаете? Доктора вызывайте! Это он. Он приходил ко мне месяц назад, сказал, что его укусил волк. Ну, якобы с тех пор у него начались галлюцинации, лихорадка была несколько раз, приступы агрессии, потеря памяти. Но я, откровенно говоря, был уверен, что это результат его беспробудного пьянства. Он Коробейникову руку прокусил. Втроем его вязали. Откуда только сила такая? А что, если он правда оборотень? Антон Ильич, это противоречит здравому смыслу. Анатомии, в конце концов. Ну, впрочем, мне понадобится некоторое время для полного обследования. В последнее время он, почитай, не ест ничего, только пьет. С флягой своей не расстается. С какой флягой? В котомке его охотничьей вот. Дайте взглянуть. Откуда только такую отраву берет? Да кто ж его знает? У него, почитай, полгорода в собутыльниках ходит. Возможно, сюда что-то подмешали. Ну уж, очень сложная комбинация для простой кражи денег. Доктор, я очень боюсь, что он меня мог чем-то заразить. Он же меня укусил. Кто? Ну, не Яков же Платоныч. Оборотень. Антон Ильич, согласно всем легендам, оборотни боятся чеснока. Поэтому я вам советую есть больше чеснока. Вот Яков Платоныч это понравится. Я, знаете, зайду к вам завтра на перевязку. Вот что, дурали. Труп в лесу. Что ж за зверь такой? Кто-нибудь что-нибудь видел, слышал? Что тут услышишь? Охота, стреляли. Смотрю, лежит кто-то. Думал, волк раненый. Приказывать никому не могу, но настоятельно советую всем разойтись по домам. Скоро стемнеет, и могут быть новые жертвы. Михайловская усадьба далеко отсюда? Версты 2. Расходитесь, мужики, расходитесь! Домой идите! Ну уж нет. Я эту тварь достану. Антон Андреевич, я в Михайловскую усадьбу. Нужно оповестить охранника и постояльца. Я с вами. Нет, вы сопроводите труп в город. Как вы пойдете один через лес? Коробейников, у меня же револьвер. Нет, вот он тоже был при оружии. Выполняйте. Скоро стемнеет. Помогите! Пустите меня! Мой кучер сбежал! Я фрейлина Ее Величества! Проезжайте! Пропустить!
то дама просит помощи. А что случилось? Утверждает, что на нее напали в лесу. Она ранена? Нет. Ну так отправьте ее. Я прошу об убежище. В лесу за моим экипажем гнался зверь. Кучер спрыгнул на ходу и бросил меня. Я сама правила лошадью, чтобы доехать до вашей усадьбы. И никакая сила не заставит меня выйти из дома до рассвета. Если позволите мне переночевать в прихожей на лавке, я буду очень признательна. Ну что вы, мисс, успокойтесь. Прошу вас, садитесь. Успокойтесь. Что за зверь гнался за вами? Оборотень. Спасибо, Том. Как же вы не слышали об этом? Ведь вы живете в самом центре его леса. Весь город говорит об этом оборотне. Я живу вдали от города. Но дело даже не в этом. Я ученый. И в сказки не верю. Я тоже думала, что это сказка, пока сказка не погналась за мной в лесу. Вы видели оборотня? Я слышала его вой. Я видела лохматый силуэт, мелькающий в зарослях. Он бежал то на 2 лапах, то на 4. Я испытала такой ужас, что не смогу ехать через лес. Видите ли, к сожалению, вы не можете здесь переночевать. Это против правил. Я сам здесь только гость. Солдаты не пустили бы вас, если бы не ваше бедственное положение. Так войдите же в мое бедственное положение. Пожалуйста. Служивый. Кто старший? Господин поручик. Слушаю вас. Начальник сыскного отделения полиции Штольман Яков Платонович. Господин Браун дома? Так точно. Мне нужно предупредить его об опасности. Следуйте за мной. Боже мой. А я ведь до сих пор не представилась. Нина Аркадьевна Нижинская, Фрейлина Ее Величества. Какого Величества? Да. Ее Величество, государыни, императрицы Марии Федоровны. Но что вы здесь делаете? Я в отпуске для поправки здоровья. Что ж, это меняет дело. Вы, конечно же, можете остаться до утра. Спасибо. Я буду рад предоставить вам убежище. Спасибо большое. Прибыл полицейский чин. Утверждает, что вам угрожает опасность. Опасность? Да. Ну ладно, проси. Яков Платонович. Позвольте представиться, начальник сыскного отделения уездной полиции Штольман Яков Платонович. Карден Браун, цел вашего визита? Я бы хотел предостеречь вас. В последние 2 суток в округе произошли 3 зверских убийства. Я бы настоятельно советовал вам не покидать усадьбу и от лесных прогулок воздержался бы. Благодарю вас за предупреждение. Но у меня хорошая охрана, как вы видели. Но я был бы вам очень признателен, если бы вы проводили до города мисс Нижинский. Под такой охраной я буду в полной безопасности.
Thank you so much. С удовольствием, мисс Снежинский. Дух Василины, приди. Дух Василины, приди. Назови имя своего хозяина. Ирина. Но нет здесь никакого оборотня. Я его сама видела. И он привел тебя прямиком к дому мистера Брауна? Это было единственное жилище в округе. Ты мне не веришь? В совпадение не верю. Гоняй уже. Если бы зверь был где-то здесь поблизости, то лошадь бы почувствовала и понесла бы уже. Меня трясет. То ли от страха, то ли... Какой же ты все-таки фараон? Я сомневаюсь, что оборотня можно вот так вот убить просто из ружья. А сколько Архип опытный был охотник? И при оружии, и тот... За упокой Архипа лучше. За упокой. Куда? Куда пошел? Лукьян Кузьмич. Лукьян Кузьмич. Пойду я на всякий случай подсоблю. Вот в этой фляге Голощекина, ну, помимо ингредиентов, которые входят в состав самогона, я обнаружил еще постороннее вещество. И что за вещество? Пока я не знаю. Вот вам и оборотень. Да. Ликантропия. Судя по следам на теле жены Привалова и Ермолая, все зубы зверя целые, а ведь он потерял один. И заметьте, за ночь клык не мог вырасти. Что ж, получается, что убийца снял слепок с волчьей пасти и сделал специальный инструмент? Тихон, ты что? Чего ж так крадешься-то? Я уж думал, что это он.
Оборотень. Оборотень, оборотень. Яков Платоныч, тут зелье какое-то. И вот. Мухомор. Тот самый ингредиент, который не смог распознать доктор Милс. Яков Платоныч, гляньте сюда. Тот самый орехокол, который все ищут. А где само изделие? Инструмент здесь ищем. Я полагаю, оно у Тихона. Но он сюда и вернется, он собрал вещи. Только не могу понять, зачем ему керосин. Керосин ему нужен, чтобы сжечь здесь все, чтобы никаких следов. Только пока мы будем его здесь ждать, он еще кого-то убьет. Анна Викторовна, вам духи подсказали, где нас найти? Дежурный в участке. Василина, та девушка из легенды, которая повесилась 10 лет назад. Она служила в доме у Привалова. И Привалов ее и обесчестил. Неужели Тихон тот самый юноша из легенды, который хотел отомстить хозяину? Какой Тихон? Кузнец. Мне кажется, я знаю, где их искать. Брось нож, Тихон. Отойди от него, все кончено. Что? Не сдамся. Слово даю. Только прежде пусть он покается. Что сделал? Это правда. Я взял ее силой, но я не желал ее смерти. Не желал. Тихон, кузнец, знал, что вас укусил волк? Знал. Знал. Откуда? Сами рассказали? Сам, когда выпивали. Я же говорю, у него полгорода собутыльников. Да тихо ты. В ночь убийства приказчика вы тоже были у Тихона? Было дело. Ну, вас же видели в трактире в тот же вечер. Ну, так это... А поначалу в трактире выпивали. Его всю ночь носило где-то, под утро только объявился. Да тихо тебе говорят. А я полагаю, в ночь убийства Приваловой вы тоже выпивали с Тихоном? Настойка у него забористая. Он с флягой своей не расставался. Как глотнет, так словно бес в него Это вселяется. мне казалось, что у меня на руках шерсть растет. И эти когти. Когти. Дело все в том, что в состав мухомора входит муссимол. Он вызывает
Сильнейшая галлюцинация. Тихон сам пил эту настойку. Вроде прикладывался. А вот я думаю, только для виду. Вы помните, как уходили от него? Ничего я не помню. Помню только, что в лесу все время оказывался. В этом в шалаше, будь он проклят. Значит, Тихону удалось уверить всех, что вы и есть оборотень. В том числе и вас. А дубликат ключа заказывал не приказчик, а Ирина Привалова. Зачем жене Привалова ключ от сейфа мужа? Это как воровать у самой себя. Да потому что собиралась сбежать она с Никишиным. А вы ведь уже знали об их романе от Голощёкина. Поэтому Никишину деньги и подбросили, чтобы подозрение на него пало. Вам ведь не деньги нужны были. Мало вам было убить Привалова. Вы хотели его уничтожить морально, обобрав до нитки. А приказчика? За что? Признал он меня. Тушенка у него жадная. Помешать мог. Изверг. Ирину Привалову. За что жизни лишил? Чтобы он... Сядь. Сядь, сказал. Чтоб он всю чашу до дна испил. Чтоб он всем сердцем познал эту боль. Каково это потерять любимую. Банальная месть. А охотник-то здесь при чем? Столкнулись мы с ним в лесу. А у меня в руках инструмент мой был. Понял он все. Ну и... А деньги приваловские куда дел? Как это куда? В церковь отнес. В церкву? Все до копеечки. Но упокой души Василинушки моей. Чтоб не маялась более. Там его род. Но род собрался, волнуется. Вам бы не надо, покуда из дома выходить. Думаешь, я толпы боюсь? Холопы чумазые. Все бы вам баклуши бить, да лясы точить. Чернь убогая. Кнута на вас нет. Лукьян Кузьмич, гости к вам! Кого там еще нелегкая занесла? Господин Привалов, вы арестованы за преступление против чести и целомудрия Василины Субботиной с последующим доведением ее до самоубийства. Да не убивал я никого! Она сама! 10 лет уже прошло. Вы же сами признались, и есть на то свидетели. Какое же это признание-то? С ножом возле горла. Есть и другие свидетели. События десятилетней давности они помнят в деталях. Все зафиксировано и оформлено по правилам, так что от каторги вам не отделаться. Уводите. Привалов арестован. Вы мне это пришли сообщить? Нет, прошу прощения, если нарушил ваше уединение, но мне казалось, вам интересно будет это знать. Вас ведь так взволновала судьба Василины. А вас это забавляет. Меня это беспокоит. Вы вмешиваетесь в полицейские расследования, когда вам вздумается.
Это опасно, и я намерен положить этому конец. Играть в сыщика мне неинтересно. Я просто помогаю людям. Почему вы не уехали? Так было бы для всех лучше. Конечно. И вы бы, наконец, смогли спокойно предаваться любовным утехам с Нелей. Вы забываетесь, Аня. Это вы забываетесь, Яков. И знаете что, вы мне все время хамите в последнее время. И мне кажется, вы это специально делаете. Помилуйте. Да нет. Нет, конечно. Вы же хотели, чтобы я уехала. Но вы же все для этого сделали. Нет, оно, может быть, так получилось, но неосознанно. Да нет, боюсь, что осознанно. И знаете что? Уезжайте вы. И Нину свою с собой забирайте. Я отсюда никуда не уеду. И сейчас тоже вы уходите, потому что я сюда первая пришла. Уходите. Вы меня никогда не простите? Никогда.